Северо-западная часть штата Вайоминг, США, покрыта густыми лесами. Именно здесь пропала молодая девушка. Ее подруга обратилась в полицию спустя 2 дня после ее исчезновения. Искать туристку отправились спасатели и рейнджеры. Прочесывая гектары леса квадрат за квадратом, им удалось обнаружить пропажу, но удивительнее всего было место, где все это время провела девушка, берлога медведя. Девушка была цела и невредима, она даже не выглядела испуганной. Рядом с берлогой было много следов медведя, они были свежие и говорили о том, что животное находится совсем близко. Когда девушка рассказала о своих приключениях в лесу, спасатели были шокированы. Как оказалось, медведь спас девушку от ее же супруга, который решил избавиться от жены, начавшей подозревать о его многочисленных изменах. Мужчина предложил своей супруге отдохнуть от суеты города и совершить прогулку по лесу. Когда они углубились в чащу, мужчина попробовал напасть на девушку. Дело в том, что совсем недавно родители девушки погибли, а она получила в наследство несколько миллионов. Супруг решил, что может одним махом избавиться от надоевшей жены и разбогатеть. Когда он попытался воплотить свой план, рядом с девушкой оказался защитник, медведь-гризли. Девушка не видела, как животное подошло, но убеждена, что именно ему обязана жизнью. Мужчина испугался медведя и убежал, оставив супругу вместе с животным в чаще незнакомого леса. Напугавший мужчину медведь с девушкой вел себя совершенно иначе, так, словно был хорошо с ней знаком и доверял ей. Становилось темно, и девушка устроилась на ночь в берлоге. Медведь не возражал, более того, он постоянно находился поблизости, словно свою гостью. До приходя спасателей девушка прожила в берлоге 2 дня. Едва она рассказала свою историю рейнджерам, ее супруга задержали и посадили в камеру. Но гораздо больше в этой истории всех интересовал не корыстный план мужчины, а причины, по которым медведь проявил такую доброту по отношению к девушке. Как оказалось, в местных лесах девушка была не первый раз, ведь ее дедушка когда-то был рейнджером. У дедушки, работавшего недалеко от этого леса, девушка гостила 7 лет назад. Именно в это время мужчина выхаживал медвежонка, чья мать погибла от рук браконьеров. Мужчина и его внучка, тогда ей было 17 лет, кормили медвежонка из бутылочки. Он жил в доме до тех пор, пока достаточно не окреп и не сбежал в лес, испугавшись нападок соседской собаки. Рейнджер и его внучка переживали, что малыш не выжил в лесу, но, как оказалось, медведь не просто жив, он еще и смог отблагодарить девушку за доброту ее семьи.